В одном из престижных районов Лондона мужчина по имени Эдвард Миллер стоял в стороне от шумного вестибюля собственного пятизвездочного отеля. На нем была простая темная куртка и джинсы, и никто из гостей не догадывался, что этот незаметный человек владеет крупной международной гостиничной сетью. Он пришел без охраны и сопровождения, желая увидеть реальность без прикрас. Последние месяцы изменили его характер. Развод, корыстные партнеры и показная лояльность окружающих лишили его веры в людей. Эдвард все чаще ловил себя на мысли, что искренность исчезла, уступив место выгоде. Именно поэтому он решил проверить, как живет его бизнес, когда за персоналом никто не наблюдает. Поднявшись на верхний этаж, он шел по тихому коридору, где мягкий свет отражался в зеркалах. Внезапно его остановил женский голос, негромкий, дрожащий, наполненный тревогой и нежностью. Он доносился из приоткрытого номера. Эдвард не собирался слушать, но в этом голосе было что-то такое, что невозможно было игнорировать. Молодая женщина в форме горничной сидела на краю кровати, прижимая телефон к уху. По выражению ее лица было ясно, что разговор дается ей с трудом. Она говорила с ребенком, стараясь звучать бодро, хотя слезы уже оставили следы на щеках. В каждом слове чувствовалась материнская любовь и страх потерять самое дорогое. Женщина уверяла, что все будет хорошо, что она работает ради лечения, что скоро они снова будут вместе. Она спрашивала о самочувствии, о дне, проведенном с бабушкой, и обещала вернуться с лекарствами. Эдвард давно не слышал ничего настолько настоящего. В мире контрактов и расчетов такие эмоции казались почти забытыми. Когда разговор закончился, женщина еще несколько секунд сидела неподвижно, затем закрыла лицо руками. Это был тихий, сдерживаемый плач человека, который живет на пределе. Эдвард увидел в ней не сотрудницу, а мать, разрывающуюся между работой и больным ребенком. Позже он узнал, что ее зовут Сара Уилсон. Она приехала из Лидса, работала без выходных и почти всю зарплату отправляла домой. Ее 6-летняя дочь, Лили, страдала редким заболеванием крови, а лечение требовало средств, которых у семьи не было. В ту ночь Эдвард не смог уснуть. Его собственные проблемы вдруг показались мелкими. У него были деньги, свобода, выбор. У Сары только любовь и готовность жертвовать собой. На следующий день он принял решение. Не из жалости и не ради образа. Он оплатил лечение Лили в одной из лучших клиник Манчестера, обеспечил жилье для семьи и взял Сару на новую должность с полной медицинской поддержкой. Месяцы спустя болезнь отступила. Лили пошла на поправку, а в глазах Сары снова появилась надежда. Эдвард же понял, что именно в тот момент в тихом коридоре отеля его жизнь изменилась навсегда. Он создал фонд помощи семьям с больными детьми и перестал измерять ценность мира деньгами. Потому что настоящее богатство – это способность остановиться, услышать и не пройти мимо.